Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня у нас реакция на Skibidi туалеты. Так и сделали очки. Это что, все? Все? ТВ-мены больше не актуальны? И теперь скибидисты могут противостоять ТВ-менам. Скорее всего, эти очки защищают от гипнотического луча ТВ-мена. Не скорее всего, так и есть. Блин, Либерти, прости, что придираюсь. Но на 42-й эпизод и на 43-й эпизод. А также на новые разборы. Их уже 4. Ну, 2 от Фордала и 2 от Либерти. Мы их посмотрим, чтобы еще сравнить заодно. Я поэтому посмотрю за раз один видос, чтобы можно было посравнить разные теории. Да-да? Пишите в комментариях, какие теории у вас, или, возможно, какие-то вы теории поддерживаете, а не согласны с какими-то теориями. Да. Не забывайте поддержать лайкусиком. Не забывайте написать комментарий. Обязательно. Новый комментарий подает новый видос в конце видосов. Напоминаю, да. И если впервые на канале, жмякнуть, подписаться и колокольчик. Обязательно. В колокольчику все уведомления. Проверьте. А предыдущий видос вы можете посмотреть, перейдя на канал. Фигазамес! Танки едут, мне страшно. О, Гордон Фриман сзади! Не видели? Посмотрите обязательно. Все, погнали смотреть. Приятного просмотра. Берите чаек и печеньки. Не бойтесь тьмы, друзья мои. И пусть начнется праздник. А вот 42-я серия. Давайте смотреть. Во-первых, они бежали, как зомби, да, потом сняли эти, даже не то, что они сломались, они сняли их сами добровольно. Ну, то есть под лучом. Оба луч, который заставляет сражаться между собой. Первое. Почему он снял так рано эту штуку, линзу, хотя свет на него все не светит, поэтому теоретически ничего. Второе, что это такое? Где его рот? Как он будет петь? И что за лапы у него? Офигеть. Офигеть, вот это поворот. Что это такое? Ну мы в теории, может, узнаем, хотя теории тоже можно строить самому. Что это? А я не знаю, какие теории тут можно строить. Кто ему рот зашил, заклеил чем-то там? Что это такое? Посмотри. Что? Что это? Какой-то... Что? Что с ним не так? Типа, возможно, это типа шпионский такой класс, который, чтобы не палиться, они же скибиди постоянно говорят, чтобы не палиться и по-тихому подбираться к врагам, они себе рот вот так заклеили, чтобы, как говорится, по-тихому все было, не палевно. Других звуков они же не издают. Жесть, конечно. Что мы еще видим, что линзу почему-то снял чел. Зачем он снял ее, непонятно. То есть... Хороший вопрос, узнаем, возможно, в разборах. Может быть, у кого-то есть более такие интересные теории. А давайте смотреть следующую серию. Такие чилят на унитазах, уже все, как говорится, смыли их, и теперь унитазы используют как сиденье. Так, снова гигант вот этот. Так и сделали очки. Это что, все? Все? ТВ-мены больше не актуальны? Такие крутые. Мы ничего сделать не можем. Мы сваливаем. Реально, теория с телепортацией оказалась правдой. Они исчезли. И... Оказывается, не только огромный этот, да, титан может, но они все могут телепортироваться в тени какой-то, в тумане. Тут поворот, то есть получается все? ТВ-мены как появились на пару серий, больше не актуальны? Или как-то можно все-таки пробить этот очки эти светом каким-то? У меня слов нет. А что теперь? Дальше что? Как ТВ-мены слишком быстро слились. Они такие, ну все, у нас наши полномочия все. Это
Наши полномочия, все. Гениально. Мы с Валием, разбирайтесь сами. Ладно, погнали смотреть разбор. Я не знаю, как это все, что это, к чему это ведет. То была имба, теперь уже имбы нет. Как-то слишком быстро и очевидно, но всего лишь очки-то одели, все. По-моему, это же самые обычные солнцезащитные очки. Не то, что какие-то там навороченные. А вот и первый разбор. Оно пришло. Давайте посмотрим. Это первый от Фордала. Мы сначала от Фордала все посмотрим, потом мы посмотрим от Либерти. Начался новый сезон Skibidi Toilet. Сначала мы разберем сюжет, а потом я попытаюсь построить теории вокруг него и расскажу, что нам показали важного в этой серии. Начинается все с того, что камерамен-ученый пытается применить антипаразитическую пушку, но TV-мен его отговаривает жестом. На них бегут агенты, и TV-мен своим гипнозом... Кстати, это я сейчас в момент, я провтыкался, когда я смотрю. Блин, почему я смотрю невнимательно? Я про пушку что-то думал, а потом я забыл, что луч же был, а не пушка. Это лучом, поэтому они и не сгорели, а они сняли себя сами. Ну, то есть не сгорели, их выняли. Заставляет их самих снять паразитов, а потом паразитов ловит гипноз другой TV-мен и заставляет драться с друг другом. Камерамен, наблюдающим за этим, снимает свою линзу, и тут на него нападает новый вид скибидиста, а именно скибидист-разведчик. Почему я назвал его именно так, узнаете чуть позже. Наверное, потому же, что я говорил, что они по-тихому все действуют, у них нет рта, они не будут постоянно говорить скибиди, и они тихо могут работать. Берет его своей, если так можно выразиться, рукой и уничтожает. Давайте же разберем, что произошло в данной серии и кто такой новый скибидист-разведчик. Как я понял, из этой серии нам четко показали, что гипноз TV-менов стоит выше, чем любой контроль скибидистов над телом. По сути, фиолетовый цвет заставляет тело двигаться, как того пожелает именно TV-мен, то есть по принципу марионетки. И да, показывает, что на камераменов это тоже работает. Как по мне, это обесценивает создание антипаразитической пушки и жертву того самого ученого-агента из 35-й серии. Кстати, если помнишь его, то поставь лайк в честь этого героя. Уже есть информация, что скоро появится камерамен Титан. Тогда Мне тоже писали в комментариях, что где-то там на официальных источниках что-то там, да. на нем уже не будет новой антипаразитической пушки, потому что ему помогут TV-мены. А теперь о новом виде скибидиста-разведчика. Главный кстати, вопрос. Подожди, он же влияет на камераменов. Им тогда надо своровать линзу, одеть на захваченного скибидистами камерамена линзу, на себя очки, ну там паразиту одеть. Тогда он будет неуязвим. вопрос, почему у него нет рта? И я нашел ответ на данный вопрос, чтобы буквально не привлекать к себе внимание. А что искать-то? Я это и сам сказал, просто посмотрев серию. Это очевидно. Песни скибидистов. Его цель, которую дал ему создатель, была проста. Любой ценой достать линзу. Как видно, Кстати, да, вот они же ее своровали, по факту, получается. Для защиты, чтобы камераменов не освобождали, получается, и... и может быть как раз таки с этой линзой сделали очки, слушай, да. Может быть. Может, это необычные очки. он с поставленной задачей хорошо справился. И теперь скибидисты могут противостоять TV-менам. А Логично. создатель разведчика, скибидист ученый. У меня была теория в прошлом ролике о том, что он попытается забрать линзу, чтобы сделать свой вариант защиты от TV-менов. Как видно, моя теория сбылась. Также в данной серии есть еще один большой намек на предательство TV-менов, о котором я говорил в 2 прошлых частях Эти мы видели видосы. Кто не видел, как я делал на них реакцию, посмотрите, есть на канале. разбора. В этой серии нам впервые показали, что TV-мены могут гипнотизировать камераменов. И когда наблюдающий за этим агент снимает линзу, он смотрит на нее с таким видом, будто все понял, и что линза их единственное спасение. Но что если TV-мены дали им специальные линзы, которые при помощи какой-нибудь кнопки перестают работать? Очень сомнительно все это. Очень сомнительно, что линзы какие-то специфические. Давайте дальше смотреть новую серию, следующую. Уже по последнему эпизоду, где очки появились.
Вышла новая 43-я серия Skibidi Toilet. В ней нам показали очень много важного и интересного. Много моих теорий из прошлых серий сбылись, но обо всем по порядку. Серия начинается с того, что камерамены сидят на унитазах и ждут Ничего не надо делать. очередного зрелища. Кстати, тут можно заметить нашего персонажа с вантузом из 39-й серии и ученого из 35-й серии с антипаразитической пушкой. Странно, что он тут находится, ведь, как мы помним, он погиб. Возможно, его... Что погиб? На заднем плане точно такой же. Их несколько одинаковых. Алло. Что? В смысле погиб? Вот еще один. То есть это может быть вот этот, другой. Они не уникальны, их много. Его смогли починить. Далее мы видим 3 ТВ-менов и толпу скибидистов с очками. На этот раз гипноз не срабатывает. Это подтверждает мою теорию из прошлого ролика, что скибидисты на основе линзы придумали очки, чтобы защищаться от гипноза. Вот сама теория. Но есть еще, что возможно сейчас изобретает скибидист ученый. А именно, очки против ТВ-менов. Если у камераменов есть линзы, то почему бы их не украсть и создать свои? Как по мне, это легче легкого, особенно для такого умного персонажа. После этого ТВ-мен пожимает плечами и кое-что говорит. Благодаря подписчику из моего телеграм-канала я узнал, как именно переводить речь ТВ-менов. Надо просто отразить их слова задом наперед. Данный ТВ-мен говорит «Shit happens». То есть дерьмо случается. Потом они уходят, но не просто так, а с помощью телепортации с черным дымом. Тут уже моя вторая теория оказалась правдой. Вот она. Потом не совсем понятно, откуда появился этот черный дым. Может быть, это новая способность ТВ-менов, потому что перед его появлением мы слышим какой-то странный звук и ветер. Возможно, это способ перемещения ТВ-мена Титана, а именно телепортация. Так как если бы он шел к месту битвы, мы бы это услышали. Да. В конце все заканчивается этим. Вот, как я и предсказывал, скибидисты изобрели защиту от ТВ-менов. Но самое странное, это само поведение ТВ-менов, которое очень сильно намекает на правдивость моей глобальной теории, что ТВ-мены не союзники агентам, а преследуют лишь свои цели. Например, зачем им надо было так быстро уходить, когда не получился гипноз? Они явно не желают сражаться бок о бок с агентами и при малейшей опасности сразу же телепортируются. А на этом все. Может... Ну, сложно сказать на самом деле. И теории, в принципе, все эти теории это прогнозируемо. То есть, то, что будет защита от них, это было очевидно с самого начала, потому что баланс соблюдается. То есть, это еще, значит, не конец, как все кричат везде. Потому что, как пишет вот даже название видоса у Фордла, конец близок. Нет! Даже не пахнет еще. Потому что в каждый раз сторона перевешивается, и это продолжается уже не первый сезон. Поэтому ждем, что будет дальше. А пока идем смотреть Liberty разбор. А вот и разбор Liberty. Давайте послушаем. Новый вид скибидистов. Неужели агенты проиграют? Но давайте все по порядку. Неожиданно для меня вышла новая серия Skibidi Toilet. Я думаю, вы тоже не ожидали выход новой серии так рано, потому что обычно серии выходят не утром, а поздно вечером или даже ночью. А вот сегодня нам устроили просто неожиданный сюрприз. Поэтому я, даже не ложившись спать, вынужден сейчас делать разбор. Итак, давайте без долгих вступлений сразу приступим к разбору. В самом начале эпизода нам показывают ТВ-мена и рядом с ним агент. Именно этого агента мы впервые увидели в 35-м эпизоде. Тогда он был одним из выживших агентов, которые изобрели пушку для обеззараживания от паразитов-скибидистов. Камера приближается, и мы можем видеть... Опять-таки, это не тот же, скорее всего. Здесь как агент Камерамен куда-то целится, но его останавливает ТВ-мен и говорит ему опустить пушку, после чего он показывает свои способности, а именно гипнотизирует паразитов-скибидистов и даже... Нет, в данном случае, опять поправочка, он гипнотизирует камераменов, потому что, как можно заметить, они снимают своими руками, то есть не паразиты снимают. Можно, конечно, теорию построить, что это паразиты, загипнотизированные руками камераменов себя же вынимают. Но мне кажется, камераменов тут гипноз был на них.
паразитов-скибидистов и даже заставляет драться их друг с другом, после чего камера резко отводится и нам показывают новый вид скибидиста. У него есть огромные клешни, а также колесики, на которых он может быстро перемещаться. Судя по одному из сломанных камераменов рядом с ним, можно понять, что он достаточно силен и скорее всего очень опасен, так как даже камераменам потребовалась специальная линза, чтобы просто наблюдать, Кстати, у линзы какая-то тень, это не... чтобы просто наблюдать за всем этим со стороны. А этот скибидист, скорее всего, просто-напросто невосприимчив к данной технологии TVMan. Не обязательно. На него же, опять-таки, влияние света. На него свет не падает, поэтому почему он должен быть под гипнозом? То есть контакта глаз с светом нет. Также отличительной особенностью данного скибидиста является отсутствие рта, а точнее то, что его рот просто-напросто зашит. Я не совсем уверен, для чего это нужно было делать, но скорее всего это имеет какой-то смысл. Возможно, именно эта особенность помогает этому скибидисту быть невосприимчивым к гипнозу. Все проще. Они постоянно же говорят скибиди, а тут тишина. Ты не слышишь, как он без скибиди своего тихо подходит. Ну, подъезжает. Хотя тут колесики должны звуки задавать, по идее, хотя, может, они там правильно сделаны, что без звука. Он подъезжает и все делает свое грязное дело. TVMan'ов, а может быть это несет какой-то другой, сакральный смысл. После нам показывают, как скибидист притягивает к себе агента камерамена и, судя по всему, уничтожает его. Интересно то, что делает это он достаточно нестандартным способом. Итак, что могу сказать по поводу нового эпизода? Он достаточно необычный, и, как я уже говорил, автор старается соблюдать баланс сил в сериале. Все это нужно для того, чтобы серии выходили чаще и при этом сериал как можно дольше не заканчивался. Поэтому, скорее всего, скоро автор полностью уйдет от трендового формата с поющими скибидистами, и мы погрузимся уже в более глубокий сюжет сериала. По крайней мере, зачатки этому уже есть в новых сериях. А как думаете вы? Обязательно пишите свое мнение насчет данной серии. Я могу сказать свое мнение по поводу разбора. Вот посмотрев Фордала, там чуть больше логики, чуть больше понимания. Блин, Либерти, ну ты потрать больше чуть времени, не спеши ты с разбором вот сделать, вот в секунду его сделать. Ты обмозгуй. Посмотри серию, пересмотри ее еще раз, подумай. Скажем так, тут, видишь, ты упустил много деталей. Вот рот, очевидно же, что чтобы не пели, чтобы не издавать звуков, чтобы тишина была. А второй момент, это про линзу, кстати, ничего не сказал. Я тоже не сказал сначала, я не спорю, потому что я записываю сразу же. Я не строю теории, я просто по ходу дела. Но линза, очевидно же, да, была сворована. После просмотра Фордала это стало уже логичнее, понимается. Своровано, чтобы создать очки защитные. То есть не спеши. Сейчас посмотрим следующий его разбор и узнаем, скажем так, что в нем он скажет. Сегодня вышел новый эпизод Skibidi Toilet, а именно 43-й серии. В этот раз серия вышла снова неожиданно. Точнее как, она вышла, как и прошлое, утром, но раньше таких тенденций не было. То есть это всего лишь вторая серия на всем канале, которая выходит утром. И к этому я, соответственно, не был готов, потому что проснулся я вообще только в обед. И сильно удивился, когда увидел, что новый эпизод вышел аж 5 часов назад. Ладно, не будем о грустном, давайте разбирать серию. В самом начале нам показывают агентов камераменов, которые сидят на унитазах и, видимо, готовятся встречать нападающих на них скибидистов. Они сидят возле... Скорее уж не встречать, они на расслабоне, там же TVMan потом, ну, как бы они просто чилят. и сервисного центра. Это можно понять по табличке, которая находится за ними. Камера поворачивается, и мы можем увидеть несколько TVMan'ов, пару маленьких и один большой. Именно этого TVMan'a нам впервые показали в 40-м эпизоде. И вот теперь он снова появился в новой серии. Камера поворачивается, и мы можем увидеть, как на агентов движется целая орда скибидистов. При этом у скибидистов на глазах есть специальные защитные очки. Скорее всего, эти очки защищают от гипнотического луча TVMan. Не скорее всего, так и есть. Блин, Либерти, прости, что придираюсь, но ты же серию смотришь, ты же разбор делаешь, то есть ты уже знаешь всю серию заранее. Ты должен, как говорится, все не строить по ходу дела, а вот как есть, вот что ты уже в курсе, что они защищаются, что эти ушли, и, соответственно, это не то, что должно защищать, это защищает. Прости, но я должен придраться, но...
принципе, это очевидно. Но откуда взялись эти очки? Чуть попозже я вам все объясню. Итак, TV-мены начинают использовать свой гипнотический луч, в то время как на фоне можно заметить число 15 миллионов. Скорее всего, Это отсылочка. Там же у него, по-моему, или уже 15 миллионов людей, или будет скоро 15 миллионов у этого Дефакбума. это отсылка на количество подписчиков Дафака, которое вот на момент записи... Уже. Даже уже, да, я чуть не обратил внимания, просто не смотрел. Где мой миллион? Подписывайся, срочно подпишись. Да миллион еще 10 лет, наверное. данного ролика приближается к 15 миллионам. Несмотря на силу гипнотического луча, его действие абсолютно бесполезно по отношению к скибидистам. Увидев это, Тут нет луча, они просто посмотрели на очки и подумали, да ну не, мы сваливаем. TV-мены просто разводят руками и что-то говорят. Но что же они говорят? Послушать эту запись разговора TV-менов в обратной перемотке, то можно услышать кое-что интересное. А именно, в переводе на русский это будет означать как «дерьмо случается». В принципе, по-другому это никак и не описать. Заявив о фиаско, TV-мены разводят руками и просто-напросто исчезают в прямом смысле этого слова. Скорее всего, у них есть способность к телепорту. И это достаточно интересно, потому что никто из других агентов ничем даже похожим не обладал. После этого можно... Ну, это мы только увидели, когда Титан, TV-мен, телепортнулся, да, а вот это по факту, да, это впервые. Но реально ожидалось, что это фишка чисто Титана. Да нет. видеть, как агенты явно не ожидали такого предательства со стороны TV-менов. Хотя предательством это тяжело назвать, но все же. Начинается давка и паника. Вместо TV-менов на помощь к агентам приходят уже знакомые ребята. Например, Большой Радиомен и целая орда достаточно больших камераменов-агентов. Видимо, все-таки агенты догадывались, что что-то подобное может произойти и заранее перестраховались. Итак, посмотрев данный эпизод, я не могу сделать однозначных выводов. Я прекрасно понимаю, что сейчас начнется жесткое муссирование темы о том, что якобы TV-мены предали агентов, но является ли это действительностью? Потому что, как я считаю, они просто тактически отступили. Если бы они были предателями, то почему бы они не загипнотизировали незащищенных агентов еще до этого? Потому что... Тут можно построить теорию. На самом деле очень жесткую теорию. Все, что попадается в лапки... Ну, их нет лапок, ну, короче, хотя у некоторых есть. Скибиди туалетом, они все переделают под себя. То есть, дай им тело TV-мена. Я сейчас уже, знаете, подумал, сколько пересмотрев, вот про что я и говорю, что на теории строить попозже. Сейчас, ну, надо по ходу дела продумывать, а потом все это в кучу. Они, если захватят тело TV-мена, они могут сделать гипнотический луч, который будет всех гипнотизировать. И это будет проблема. TV-мены могут гипнотизировать агентов, им ничего это не мешает сделать. Опять же, кроме линз, которых не носит большинство агентов, которые находятся вне поля действия TV-менов и непосредственно не контактируют с ним. Поэтому теория о том, что TV-мены будут предателями, ну, я считаю, пока что достаточно все равно спорной, ибо пруфов этому не так много, как хотелось бы. В основном это всякие надумки и так далее. Потому что я лично здесь вижу то, что они просто поняли, что их способность к гипнозу сейчас не поможет, и просто-напросто отступили. Вот и все. Какого-то прямо акта предательства я в этом не вижу, потому что помочь они уже и так бы ничем не смогли. Но это лично мое мнение. Возможно, у них еще нехватка физических сил. То есть они, скажем так, могут только гипнотизировать, все на этом. То есть у них не хватает сил, и смысл им сдавать свое тело ученому, скибидисту, который, в принципе, реально может открутить телевизор, выцепить с него все, что надо, и сделать гипнолуч. Насчет нового эпизода. А как думаете вы? Обязательно пишите свои мысли, теории. Я думаю, Либерти опять к нам заскочит и все это послушает. Либерти, ну просто реально, вот я понимаю, что надо поскорее все это выпускать, чтобы был актив побольше. Но лучше посидеть лишний часочек, просто вот пересматривать и дописывать, взять листик, писать свои мысли, теории, потом все это складывать в кучку. Потому что тут реально по ходу вот даже вот появляются новые теории мысли. Просто по ходу. Не надо спешить, прям вот все, секунда. Мне кажется, если повысить качество контента, будет лучше. Поэтому, да. Ну, вот такие вот у нас сегодня были видосики. Мы такие посмотрели, интересно. Увидели много чего нового. Разобрали два разбора. Разобрали в прямом смысле. Потому что все-таки
любой разборщик, он имеет свои мысли, но порой не замечает некоторые детали. Ну, я не исключение, поэтому вы можете писать в комментариях свои мысли, теории. Все, всем спасибо за просмотр, сейчас будут комментарии, а я вам говорю пока-пока!